Конец лета, дачный поселок под Казанью, 2011 год. На этой даче в то время всегда было много гостей. Собиралась молодежь, друзья детей Марины и ее мужа Вячеслава. Дети – это двое старших сыновей и младшая единственная дочь Даша. Ей вот-вот должно исполниться 18 лет. Даша очень любила праздники. В замок ты попасть сумел, а теперь угадай, в какой светлице прячется твоя царица. Вот она устроила вечеринку к юбилею свадьбы родителей. Мужчина, согнайте. Извини, я тебя пооткрутить? Извини, да? Оставался месяц с небольшим до ее дня рождения, 18-летия. Она мечтала об этом дне. Она решила пойти на глубокое озеро в преддверии своего дня рождения, позагорать, не купаться, а именно позагорать, чтобы быть на дне рождения очень красиво загорелой. Даша училась в Казани, в колледже при университете правосудия. На каникулах она работала продавцом. И вот после трудовой недели ей очень хотелось отдохнуть. Вот это озеро глубокое, где Даша любила отдыхать с друзьями, приходить и отдыхать здесь. Честно говоря, я даже не знала, что Даша поедет на глубокое озеро. Она вот, кстати, не сказала, что поедет. А муж просто забыл, он хотел с ней поговорить, чтобы Даша одна нигде не ходила, была осторожней. Но почему Даша должна была быть осторожнее в месте, где она с детства все время отдыхала? Потому что с конца весны в Казани произошло 2 жутких нападения. Была убита 16-летняя девушка. На одну из жертв, которой удалось выжить, неизвестный напал недалеко от озера Глубокое. Это случилось в мае, но летом здесь вроде все было спокойно. Даша подошла к папе последний день рокового дня, вот этого 19 августа. Обняла папу и говорит: «Пап, я так жить хочу». Муж сказал: «Даша, мир в твоем распоряжении, живи». И, наверное, вот его вот это тронуло, и он просто-напросто забыл об этом, предостеречь ее. Незадолго до этого в Казани из обычной многоэтажки на окраине города вышел обычный человек. Перед выходом мама напомнила ему не опаздывать к ужину. Он вежливо поздоровался с бабушками на скамейке у подъезда. Они его знают. Очень порядочный, интеллигентный, учителем работал. И даже, говорят, профессор. Дальше мужчина сел на городской автобус и поехал на озеро Глубокое. На пляже он проведет несколько часов. Но его никто не запомнит. Только через 10 лет все узнают, что это один из самых опасных маньяков страны. Он совершит почти 30 нападений в людных местах. И при этом будет оставаться невидимкой. Вениамин, представьтесь, пожалуйста. Птицын Юрий Геннадьевич. Юрий Геннадьевич, дата вашего рождения, 9 июня 72 года. место рождения. Так, город Казань. Игорю Птицыну в 2011 году было 39 лет. В прошлом он действительно какое-то время был учителем. По образованию Птицын историк. Он хотел стать ученым и писал кандидатскую. Но потом забросил. А дальше менял места работы. В 2011 году он устроился озеленителем. Мог спокойно изучить все парки Казани, но вовсе не из-за любви к природе. Вот вдали зеленая будочка, немножко правее, Даша любила отдыхать на том месте. И когда приехал на глубокое озеро, были незнакомые мужчины восточной внешности, которые
праздновали на тот момент кому-то день рождения из этой компании. Жарили шашлыки. Вот через какое-то время подошел молодой человек из этой компании и стал ей развязывать бретельки от купальника. На то, что Даша среагировала, сказала, я позвонила своему мужу, тогда она представила друга как мужа, и, мол, вам плохо будет. Даша позвонила другу, сказала, что к ней пристают, и попросила ее забрать именно с глубокого озера. И не забудьте подписаться на наш телеграм-канал. Особенно, если вы хотите знать, что потом после видео происходит с нашими героями, вы можете узнать прямо от них, потому что они всегда приходят в наш телеграм-канал и пишут об этом. Вряд ли Даша обратила внимание, что в 80 метрах от нее сидит неприметный мужчина с газетой в руках, как будто читает, а сам внимательно наблюдает за девушкой. Даша пришла на озеро где-то ближе к 4 часам. Она успела позагорать минут 40. И начала собираться, потому что один особенно назойливый мужчина так и не оставлял ее в покое. Я бы не сказал, что он к ней там приставал, но, видимо, она испытывала какой-то дискомфорт. Мне почему-то показалось, что она испытывала какой-то дискомфорт от таких вопросов. Птицын еще по дороге на озеро нашел обрезок металлической трубы. И вот он видит, что Даша складывает вещи в пакет. Времени уже 4:30. Когда она стала собираться, предварительно смотревшись и увидев, что никто за мной не наблюдает, завернул обрезок металлической трубы в газету. Так, дальше я пошел за этой девушкой. Парни из компании вроде бы отстали. Даша спокойно шла по дорожке. Вряд ли она чувствовала опасность, ведь здесь все время ходят люди. Недалеко автобусная остановка. Вот этот подъем, по которому Даша шла домой, возвращалась, он очень крутой. Она шла и поднималась в ту сторону и пошла на тропинку в сторону автобусной остановки. Даша, вы говорите, шла по тропинке и говорила с кем-то по телефону, да? Это была моя сноха Светлана, которая с ней общалась. Именно по телефону. Она поднялась в гору, но когда она стала подниматься наверх и ускорять шаг, я тоже прибавил шаг. Я тоже стал двигаться быстрее. Даша разговаривала по телефону и не видела, как сзади идет человек с газетой в руке. Светлана, жена брата, потом вспоминала, что они просто болтали, и вдруг Даша резко замолчала. Но телефон продолжал работать. Прервался разговор, и Света услышала в телефоне какое-то шуршание. То есть резкий обрыв речи и шуршание. И потом телефон выключили. Я была на работе. Я звонила дочери, а у нее телефон был недоступен. Время было как раз 5 час. У меня вдруг забилось очень сильно сердце. Я начала вот звонить как раз в это время. Я поняла, как раз в это время произошло вот самое нехорошее. Говорят, что материнское сердце, но чувствует. – 19 августа. Около 5 часов дня. Даша идет к остановке. За ней Птицын. Он торопится. Ему нельзя опаздывать к ужину. Мама расстроится. Я ее догнал. И ударил ей этой палкой по голове. Сверху вниз, в область затылка. Обрезка металлической трубы. Напомню, что этот допрос записан 10 лет спустя после убийства Даши. Вот, во время первых следственных действий, в феврале 2021 года, он показывает, как напал на девушку. Так, Игорь Геннадьевич, вот смотрите, это предполагаемая девушка, получается. То есть сюда наносились так и сверху вниз. Сверху вниз. Прямо изобразите, как наносили. Вот так. Вот так. Сколько ударов нанесли? Так, здесь, наверное, знаете как? Здесь, наверное, может быть один. Но не, скорее один, чем два. Вот так я ее, наверное, взял на руки. Потом уже вот понес, получается, сюда.
Я думаю, что это было где-то примерно здесь. Где-то примерно здесь, да. То есть, когда я ее донес до этого, я уже ее положил, а, собственно говоря, она была в таком беспомощном состоянии. Снял с нее одежду, не помню, какая была одежда. Попытался вступить с ней в половую связь. Вот. Но, видимо, ничего не получилось. Вот, и поэтому дальше я просто стал собираться. Ну, произошло соединение. Вот, Куда произошло? вы знаете, или прям непосредственно рядом, или чуть-чуть, или... То есть я там думаю, все равно там должны были мои следы остаться. Эти следы очень важные, вещественные доказательства. Но во время следствия их почему-то не обнаружат. И еще 10 лет Птицын будет продолжать охоту на женщин в этом же районе, по одной и той же схеме. И тут у меня появляется прямая ассоциация с Чикатило. Так же, как и в случае с Чикатило, никому и в голову не придет, что Птицын, бывший учитель, историк, внимательный и любящий сын, и есть маньяк, который держит в страхе всю Казань. В то время, когда происходила расправа с Дашей, на озеро ехал из Казани молодой человек Даши. Они встречались еще со школы. С ним в машине их общие друзья. И вот они доехали, звонят Даше, но телефон уже не отвечает. Парни побежали в сторону озера. Когда ребята приехали, они по дороге увидели на тропинке пятно крови. Один из друзей сказал: странно, говорит, здесь кровь. Но все равно не обратив на это внимания, не заострив на это внимание, они побежали дальше на это место, где она отдыхала. В тот день было очень тепло, было много людей на пляже. Они тоже отдыхали и тоже Дашу видели в этот день. Они сказали, что Даша, девочка ушла вот только буквально. Решили вернуться обратно, вспомнили про эту кровь. Вернулись сюда, зашли в эти кусты и обнаружили тело. Один из мальчиков сказал, друг Даши, сказал: ребят, не ходите, стойте здесь, я посмотрю. Они заметили помятую траву, сделав шаг в кусты, он увидел линзу от очков солнечных. В крови линза была. Он увидел, закричал, что это Дашины очки. Тогда опять дальше прошел еще шаг, сделал. Увидел Дашину сланец. Он тоже был в крови. И когда он прошел вглубь, метров 15, он увидел ее тело. Оно низ было раздето. Он закричал, что Дашу убили. Дашу убили. Потом, когда прошел первый шок, друг Даши вспоминал, что слышал какое-то шуршание в кустах. Возможно, убийца еще не успел убежать и прятался совсем рядом. На ней не было одежды нижней части полностью. Она лежала на животе, но, как он описывал, что голова была месиво. То есть он просто-напросто ее забил. То есть так как она лежала вниз лицом, он лицо ей бил в землю. Вот. Мальчик накрыл ее своей рубашкой белой, нижнюю часть. Вернулся опять на тропинку, сказал ребятам, чтобы они бежали на пост и передали, что произошло убийство. А через некоторое время мне позвонил муж и кричал в трубку, что Даши больше нет. Я очень сильно плакать стала. В жизни все сломали, убили. Это очень жестоко, очень больно. Не дай бог, конечно, все это кому-то пережить своих детей. Почти сразу на месте преступления появилась полиция. Для полной картины объясню. Озеро Глубокое – это не дикий пляж, а официальное место отдыха, где есть кафе, шашлычные, можно взять катамаран или лодочку на прокат. И здесь время от времени ходили полицейские, следили за порядком. И в этот день они тоже оказались неподалеку.
и сотрудники искали преступников. Потом мы услышали, что каких-то преступников нашли в кустах, их задержали. Потом пришел сотрудник из Следственного комитета, сказал, что нужно опознать. Я попросила мужа, чтобы это сделал он. Я ему сказала, что я хочу запомнить дочь живой. Если это так. Он пошел, после рассказывал, что мне, говорит, показалось, что она такая маленькая, говорит, лежит. Но это была Даша. Мороз и солнце, день чудесный. Еще ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись. Открой сомкнутые в негой взоры навстречу северной авроры. Звездой с севера явись. Вот есть такие люди, как только они заходят куда-то, все вокруг сразу как будто оживает. Меняется атмосфера, становится светло и радостно. Вот такой была Даша. Очень жизнерадостной, энергичной. Все время какие-то планы, она все время в движении. И для родителей, и для старших братьев единственная девочка в семье была любимицей. Да, мы тут танцевали, у нас тут Я ее музыка всегда играла. записывала. Мне нравилось, как она танцует. Дашу мы называли всегда Дарена, Подарена, Дашуля. Почему-то она не очень хотела, чтобы ее звали дочь. Она говорит: пап, не называй меня дочь, мне так не нравится. Мне нравится, когда ты меня Дашуля называешь. Вот. Мы Дашульку Дашули называли всегда, Дарена, Подарена. Любой, очень много ласкательных имен у нее. Она очень ждала свой такой особенный день рождения. Свои 18 лет. Переход от детства к взрослой жизни. До этого момента оставался 1 месяц и 8 дней. У нее большие планы были. Она ведь собиралась еще закончить институт. Она как мне сказала: пап, вы уж меня, говорит, кормите, говорит. Я, говорит, сама себе заработаю на учебу. Да, она всегда, старалась быть самостоятельной очень. У нее это получилось. Она была стремительная девчонка. Я ее очень любил, она очень меня любила, очень. Она даже хотела за меня замуж выйти. Я говорю: Дашуль, так не бывает. Ты моя дочка, ты самая любимая, самая хорошая. Я хочу на твоей свадьбе погулять. Что танец твой танцевать с тобой. Но это не получилось. Десять лет спустя, во время следственных действий, Птицын рассказывал, что после ударов и того, что он дальше сотворил с Дашей, она еще была жива. Она признаки жизни подавала? Признаки жизни она подавала. Какие? Как вам сказать, собирала руки, колени так немножко подтягивалась, пыталась встать. То есть, знаете, такое впечатление, как будто вот эти вот удары, может быть, даже и не подействовали. А зачем вы наносили еще раз повторный удар? Чтобы не опознала она меня. Почему? Потому что я был сзади. Собственно говоря, я даже не знаю, как она выглядит, как она не выглядит, вот поэтому... Что значит не знаете, вы же ее описывали? Я ее описываю, но я не смогу определить, ее портрет составить. То есть, потому что спереди я его... Лицо вы ее видели? Лицо я ее не видел. Вот. После этого я встал и уже вот так вот кустами просто спустился уже вниз. Кустами спустился вниз и пошел уже отсюда, с места совершения преступления. Птицын спешил. Дорога от озера до его дома занимала где-то часа полтора. А надо было успеть вовремя вернуться домой. На допросе он признался, в тот день он даже и не надеялся, что успеет найти подходящую жертву. Останься Даша на озере еще минут 30 или час, все могло бы быть иначе. Если бы, например, скажем, она находилась на пляже в течение такого большого неопределенного времени, наверное, я бы не дождался. Я бы ушел, потому что я уже практически собирался уходить домой. Обычно я уходил, не знаю, потому что меня мама дома ждет.
и поэтому, что она как бы не садится без меня кушать, где-то примерно в 3-4 я уходил. Ваша мама была просто с какой целью вы направились? Нет. Наверняка вы, как и я, хотите понять, что за человек был этот самый Птицын и как он стал маньяком. С кем он жил и какие события на него повлияли. Жил Птицын в свои 39 лет с мамой. Что это вообще была за семья? Мама – инженер на заводе, папа – слесарь. Они развелись еще в детстве Птицына. Птицын потом расскажет, что мама была властной. Все родные перед ней присмыкались, и он тоже пытался ей угодить. У него был старший брат, у которого была своя жизнь, своя семья. А Птицын все это время жил вместе с мамой. Он описывал ее сильной, уверенной, справедливой. Иногда в детстве она его наказывала, ставила в угол. Могла ударить рукой или ремнем, но чаще всего наказывала словами. Птицын настаивал, его преступления не связаны с образом матери. Но при этом именно мама повлияла на его отношение к женщинам. Как это произошло, я еще расскажу. И мама его ждала, когда он придет на обед. И как он сказал, что он пошел быстрее домой, чтобы с мамой покушать. Я была, конечно, в шоке. Вы какие-либо предметы потерпевшие брали с собой? Я взял сумку. Какую? Сумка-пакет. Что в нем находилось? В нем, ну, вы знаете, в нем находилось, по-моему, то, что вот я видел, наверное, на пляже. Это покрывало, я не помню, какого она цвета была, и полотенце, наверное. А вещи у него должны же были быть в крови. А он переоделся, эти вещи он выбросил. То есть он с собой носил сумочку, в которой лежали запасные вещи. Если он пачкался или еще что-то, он обязательно переодевался и шел уже в нормальных вещах. Даже это было указано в нападении на женщину сексуального характера. Он одевал трико, штанину на голову, маскируясь, как вот лица не видно, и он нападал таким образом на женщин. Потом он переодевался и шел домой. То есть у него была запасная одежда с собой. Для окружающих Птицын образцовый сын. Работает, не курит, не пьет, не матерится. Странность только в одном. Он никогда не приводил домой женщин. Знал, что маму это не обрадует. Во время следствия Птицын рассказал такую историю. Когда ему было 14, в 8 классе, он гулял под ручку с одноклассницей, который испытывал первую влюбленность. Это увидела мама, стала ругать его и сказала: рано еще встречаться, надо думать про учебу. И Птицын послушно расстался с девушкой. Мама была немножко таких советских правил, строгих очень правил, которые не разрешалось, пока не узаконишь брак или еще что-то, ходить, например, под ручку. Так мама запрещала ему встречаться с девушками? Мама ему запрещала вообще все. А он маму очень слушался. И он, чтобы маму не обидеть, он мог и не встречаться с женщинами. Свободное от работы и поисков жертв время казанский маньяк проводил за компьютером. Любил смотреть новости и криминальную хронику. И, конечно, после убийства Даши он точно видел сюжет, как полиция задержала подозреваемых. Мужчин, которые приставали к Даше на пляже, задержали в этот же день. Прямо там, в районе озера Глубокое. Сказать, что полиция не работала, не могу, потому что перекрыли весь массив лесной. Проверяли всех. Но дальше уже во время следствия стали происходить, по мнению Марины, странные вещи. Конечно, все это она анализировала уже потом, спустя время, когда немного пришла в себя после похорон. Знаете, когда Дашу убили, мы через день ее хранили, мы забрали на следующий день. То есть нам дали разрешение ее забрать уже на следующий день. Вы говорите, что тело помыли? Вот как раз тоже хотела сказать. Я смотрела, я читала документы все экспертизы прочитала. Я обнаружила, что в материалах дела присутствовали фотографии морга. Я их всех просмотрела, увидела одну, я не знаю, неточность. В морге лежит Даша, она еще не помытая,
Потом уже фотография помытая. То есть экспертизу делали с мытого лоскута кожи. То есть все доказательства были смыты. Все следы с тела были смыты. Если там была ДНК Птицына, все смыли. Все смыли. А зачем? Я не понимаю. Были еще странности. По словам Марины, куда-то пропала рубашка, которой друзья накрыли тело Даши. И на этой рубашке могли остаться биологические следы. Каким-то таинственным образом исчезла из материалов дела. И до сих пор никто не может сказать, куда делась эта белая рубашка. На одежде Даши следов преступника экспертиза не обнаружила, но, возможно, вовсе не из-за того, что их там не было. Дашу убили 19 августа 2011 года. Футболку следователь сдал только 2 сентября. 2 недели прошло. А почему он через 2 недели только сдал? Ну вот так, я не знаю, почему не сдал только это. И получив экспертизу по футболке, было заключение эксперта, что вывести какие-то эпителии или какие-то вещества невозможно в связи с затхлостью. По словам Марины, не взяли на экспертизу большие наручные часы и цепочку Даши, на которых тоже могли остаться какие-то следы. Можно я переспрошу, Марин? Футболку продержали 2 недели без экспертизы, так что она стала такой, что найти уже на ней ничего было нельзя, верно? Да, правильно вы говорите. Тело Дашина помыли, никаких следов биологической жидкости и вообще каких-то элементов ДНК убийцы не осталось, потому что ее помыли, верно? Да, тоже верно. Вы понимаете, на первых этапах дали следователя совершенно новенького, вообще ни с каким опытом. Он не знал, как это действовать, а никто ничего не подсказывал. Вот. Поэтому все было время упущено. То есть была недоказанность причастности кого-либо, и преступник разгуливал на свободе спокойно, не думая, что его могут найти. Хотя его в этот момент допрашивали. И когда уже брали телефоны в зоне действия вот этого объем, вывелся этого Птицына не его личный телефон, а его племянника. На него был оформлен. Но все вот по списку всех опрашивали. Говорить, что они работали, я не могу, потому что у всех, вот как по списку были, их всех приглашали. Но вот на первых этапах это все было, все было испорчено с первого дня. До убийства Даши в Казани произошло даже не 2, а 3 похожих преступления. Первое в августе 2009-го. В лесополосе нашли тело 30-летней женщины. Она тоже была убита ударами по голове и подвергнута насилию. А спустя 2 года, весной 2011-го, жертвой маньяка стала 17-летняя девушка. Инна Солодянкина подверглась тоже нападению в конце мая, по-моему, да. Тогда она просто потерялась, ушла на глубокое озеро и просто потерялась. Ее нашли только по случаю. По какому? Он на глубоком озере на нее напал, ударил, завернул же в ее покрывало. 2 товарищей в оздоровительном лагере, охранники были, они пошли ночью в магазинчик на озере себе за допингом. И вот когда шли через лес, они запнулись об Инну Солодянкину. И один увидел золотую цепочку и телефон, и забрали. Позже они включили украденный телефон. Полицейские отследили сигнал, и мужчин задержали. С момента преступления прошло 3 дня. Оказалось, все это время Инна была жива. Они показали, где Инна Солодянкина лежит. И вот таким образом ее нашли. Она была без сознания. Лежала в коме 10 дней. Потом вышла из комы. А она не помнила Птицына? У нее памяти нет. Удар, она говорит, получила сзади. А буквально за месяц до убийства Даши Птицын напал на 16-летнюю Ксюшу Антонову. Дальше совершил то, ради чего он выходил в поисках одиноких женщин. И после этого маньяк добил жертву. В случае с Дашей Максимовой экспертиза показала, что никаких повреждений, кроме нанесения смертельных ударов, не было. А 10 лет спустя на допросе Птицын расскажет о том, что он чувствовал в этот момент.
Вы получали удовольствие от совершения нападения на данную девушку? Вы знаете, нет. Ни в ходе своих действий не получал удовольствия, ни после. Тогда с какой целью вы совершили? Ну, для чего вы совершили это нападение на эту девушку? Но я не думаю, чтобы, например, скажем, эти удары были своеобразной местью за то, что не получился права. Это не было местью. Я не считаю это вспышкой агрессии или там чего-то еще, но вот события разворачивались таким образом, что вот это закончилось нанесением этих очень сильных ударов по голове, которые я, например, мог и не совершать просто. Которые я мог и не совершать, но в тот момент я находился в таком возмущенном состоянии. Получал ли от этого удовольствие? Наверное, нет. Скорее нет, не получал. Почему? Потому что оно сопровождалось страхом. То есть к моменту нанесения ударов, к моменту кульминации совершенно своих действий, страх только нагнетался. И тем не менее я не мог остановиться. В беседе с психиатром я применительно по многим эпизодам, которые отличались именно такой расправой с потерпевшими, делал допущение о том, что во всех перечисленных случаях я сам принимал на себя эти удары, которые наносил, так как если бы я эти удары наносил по своей голове. То есть я чувствовал все удары, которые наносил, совершая нападение, и порой мне казалось, что, нанося эти удары, я бью сам себя по голове. Казанский маньяк признался, что проблемы с головой начались у него еще в детстве. Вообще он рос вроде бы совершенно обычным ребенком. Учился на 4 и 5, любил историю и литературу, занимался легкой атлетикой. Животных, по словам Птицына, в детстве он не обижал. Но были 2 случая, которые, возможно, повлияли на его жизнь. В 14 лет он катался с братом на катке, упал и очень сильно ударился головой. И стал, по его словам, как-то по-другому чувствовать мир. А мне еще встретилась в статье информация, что он был подвергнут насилию в 12 лет каким-то парнем. Кто-то его как будто бы поймал из дворовых бандитов. Да, малолетних. это было. Это я тоже нашла в экспертизе, московской экспертизе, он про это рассказывал. В экспертизе сказано, что когда было ему 12 лет, один из группировщиков, по-моему, даже школьник этой же школы, он подвергся насилию этого человека. И когда следователь спросил его, или эксперт, наверное, спросил его, а вы его видели, в последующей жизни, он сказал да. А какие чувства вы испытывали к этому человеку? Он говорит, нет, никакие, я просто забыл эту ситуацию. Я думаю, он врет, что он не мог этого забыть. Почему он не нападал на бандитов тогда, а на девушек ни в чем не повинных? Гадина какая, я извиняюсь. Потому что женщина слабая. Если он подвергся насилию, он не мог постоять за себя, значит, у него была такая тенденция, что с мужчиной он не мог ссориться, потому что мужчина мог дать отпор. А женщина – это слабая, тем более, если ее по голове стукнуть, и он может сотворить все, что угодно, и он будет превосходно себя чувствовать, что она в его власти, что он Бог над ней, и делает, что хочет. Я лично так это трактую все. Птицын окончил школу с серебряной медалью. Потом Казанский университет с красным дипломом. Он писал кандидатскую по истории. Но ее не оценили, назвали философским трактатом. Он год проработал учителем в школе. Был замкнутым, неприметным. Отношения с женщинами у него были, но короткие. Он признался, что впервые на поиск жертвы вышел в 1992 году. У него появилось непреодолимое желание насилия. Он находил жертву, угрожал ножом и совершал задуманное. Или пытался совершить, но у него физически ничего не получалось. Если жертва сопротивлялась и называла его или психом, или больным, то он ее воспринимал уже как мужчину, это слова Птицына, и убегал. Потом вместо угроз ножом или словами он будет сразу бить жертву по голове, чтобы она не сопротивлялась и молчала. Птицын нанес Даше не менее 10 сильных ударов по голове. Она лежала лицом вниз, и он буквально вбивал ее в землю. Когда мы забирали из морга, нам сразу сказали, что Даша будет без головы. Меня спас стул. Я сознание чуть тогда не потеряла. Как можно девочку хранить без головы? Я все прекрасно понимаю. Для того, чтобы сделать экспертизу, у нее взяли череп, да, но тоже с другой стороны не могла. Я хотела похоронить дочь
такой, какая она была хотя бы. Ну, хотя бы ее тело и голова была. Нам пообещали, что нам сделают эту голову. И они сделали, как-то перетянули. Я не знаю, что внутри было. Но нам сказали, вы, пожалуйста, этот гроб случайно не тряхните, ничего, лишь бы только там не все не развалилось. Мы купили ей платье, такое легкое платьице купили. Купили вуальку, с вуалькой таблеточку. И вот она, вот эта таблеточка с вуалькой, она закрывала им истинное лицо. То есть волос не видно было, хотя часть лица осталась. У меня даже мама не поняла, что Даша без черепа. Не заметила. У Даши осталось очень много фотографий от Даши. Остались видео, где она танцует, она занималась танцами, где она в стихотворении рассказывает, когда к нам приходила учительница, переодевшись Дедом Морозом, с подарками приходила. Вечер, ты помнишь, вьюга злилась, на мутном небе мгла носилась, луна, как Сквозь белое сквозь бледное лицо. Ой. Луна как бледное пятно, сквозь тучи мрачные. Да, да ладно, не мучайся. Дед уже достал все равно подарок. Иди, получай подарок у деда. Смотря на эти все видео, мне, знаете, я как будто с ней побыла. Мне легче становится. Во дворе ее все знали. Все мальчишки ее знали. Даже был такой случай, что в 1 классе мне потом племянник рассказывал. Мы, говорит, увидели Дашу. Она на улице била мальчишку, заступилась за девочку. Она никого Да, напротив. не давала в обиду. 2 мальчиков даже, старших. Да. Да. Приставали к девочке однокласснице, а эти во 2 классе были. Она дала сдачу. Даша была активной девчонкой. Умела постоять. В школе она была активисткой. Свой день рождения, 18-летие, Даша хотела организовать сама, как взрослая. Все заработанное в магазине она откладывала на главный праздник в ее жизни. Мы решили ей хороший подарок сделать, купить шубу, ее самую первую. И тогда мы спросили: Даша, что ты ждешь от дня рождения? Мы можем на день рождения деньги выделить, а можем тебе вот, например, шубу. Тогда она сказала: на день рождения я сама себе заработаю. Вот шубу мне бы хотелось. И она сама себе зарабатывала. Вот, то есть никогда Даша у меня не просила деньги. Будучи еще училась, когда в школе, она умела зарабатывать сама. Она ходила промоутером, бегала между машинами. У меня муж работает водителем. Видела ее, как она бегала между машинами и в свадебном платье при этом. И предлагала, значит, вот от салона визитки раздавала. На свой первый телефон самостоятельно она сама себе заработала. Как-то мы дома с Дашей были вдвоем, она мне сказала: пап, я тебе куплю, вот увидишь, обязательно куплю, говорит, машину и построй дом. Так было такое. Но не сбылось это, не дали сбыться мечтам. В первое время мужчины, которые приставали к Даше на озере, были главными подозреваемыми. Тем более, что у одного из них на рубашке была кровь. Его приятель говорил, что он на какое-то время отходил в лес. Через какое-то время он пришел, говорит, по локоть в крови, говорит, меня попросил открыть ему бутылку с водой, вымыл руки и, значит, переоделся в машине, все сложил и уехали они. Вот это было, тоже проверяли это все. Он просто сказал: я порезался. Кровь оказалась не Дашина. Других доказательств вины задержанных не было, и вскоре их отпустили. Тогда старший брат Даши, Илья, организовал пикет. Жители Казани и журналисты требовали объяснений, что происходит на следствии. Почему поменяли следователя? У меня сын организовал пикет. Он сам ходил, брал разрешение на пикет. Напротив Следственного комитета проводил он. Я тогда готовилась к поминкам. Я вам одно могу сказать, уважаемые, значит. Вопрос в том, что для нас это также важно, раскрыть это преступление, оно резонансное, совершено в отношении несовершеннолетней девочки, совершено средь бела дня, среди народу.
так среди отдыхающих. Мы приложим все усилия для раскрытия данного преступления. Я вас могу однозначно заявить, что это преступление будет раскрыто. В настоящее время принято решение о тотальном прочесывании местности, о тотальном прочесывании на предмет установления каких-то, возможно, значит, предметов, в поисках одежды и так далее, то, что, значит, было потеряно. Людям сказали, что задержан еще какой-то подозреваемый. Ждут экспертизу, работа идет. Несколько месяцев назад у нас было, значит, также, значит, аналогичная ситуация какая, потерпевшая у нас выжила. Пока мы разглашать в тайных следствий опять не будем, никаких данных. Вы, вероятно, рассматриваете серийность? Да. Нам говорит Следственный комитет, ну что уж вы там пикет устраиваете, давайте лучше прочесывать лес, потому что у нее пропали ее личные вещи. И телефон пропал, сумочка пропала, то есть проездной там был. Все это пропало. Кошелек там был. Я, естественно, сказала, обязательно мы вот сейчас проведем пикет, обязательно поедем тоже на этот. И мы на следующий день, очень много волонтеров было, мы прочесывали этот лес, но мы не нашли вещей вообще. То есть меня содержимое сумки не волновало. Ничего из того, что там было в сумке, как я вы не дальше брал. распорядились этими предметами? Просто я выбросил. Мне сейчас очень трудно будет, например, знаете, что найти вот саму эту дорогу. Птицын сказал, что якобы он выбросил в лесу. Но есть такое предположение, что грибники или кто ли увидели вот этот пакет, может, они забрали, а дома увидели, что там что-то, может, в крови, подозрительно стало. А услышали на глубоком, например, озере, что произошло такое преступление. Они просто не заявили. Это тоже есть, ну вот, предположение такое. То есть вообще это... удивительные люди. Удивительные люди. Ты находишь пакет с интересными вещами, там, может, телефон, это приносишь домой, находишь на вещах кровь, и в полицию не идешь. Ну, у нас, к сожалению, вот люди боятся почему-то говорить правду. Не знаю почему. В день рождения Даши, в тот самый день ее 18-летия, который она так ждала, родные девушки и жители Казани собрались у прокуратуры, чтобы снова задать вопрос следствию. Вот брат девушки, Илья, дает интервью журналистам. Рассказывает, как следствие проверяло на причастность к преступлению молодого человека Даши. Какие-то допросы ему просто как будто подозревает его что-то. То есть, но я согласен, что следствие отрабатывает все версии, да. И просто я не вижу то, что его ставить на детектор лжи, просто просить его, давайте садитесь, мы вас проверим. И говорить то, что почему он здесь говорит так, а здесь говорит вот так, вот почему он типа нервничает. Я могу сказать, ответить на их вопрос же, то, что этот человек, он первый ее нашел, это шокирует для него, и его после этого всего начали таскать. То есть как здесь не нервничать. 3 уголовных дела. Убийство 30-летней Юлии, 16-летней Ксении Антоновой и дело Даши Максимовой объединили в одно. Шло время, но следствие не давало результатов. Марина искала способ обратить внимание на нераскрытое преступление и обратилась в популярное ток-шоу с участием экстрасенсов. Для Казани приезд экстрасенсов стал событием. Об этом даже рассказывали в местных новостях. Следователи проверили информацию ясновидящих по делу об убийстве студентки Дарьи Максимовой. Победители известного телешоу приезжали в Казань по просьбе родственников погибшей. Как любому, наверное, человеку хотелось бы больше узнать, но и то, что они приехали, это для нас уже большая победа. На нас обратила то есть и Москва, и люди. Экстрасенсы были у нас через полгода после моего происшествия. Когда я писала, ну, как-то на нас никто не обращал внимания, не отвечал. Тогда я попросила всех друзей писать на эту электронную почту, что просим помощи. И когда... Можно вопрос? Простите, Марина, вы мне кажетесь человеком разумным, но это же мракобесие. На тот момент мне все хотелось попробовать везде. Ну, то есть вдруг что-нибудь да сработает, да? Да. Ну, вот когда приезжал Воротникова и Лилия Хигай. Следственный комитет, полиция показывала фотографии Воротниковой. Она сотрудничает с полицией в Москве. То есть иногда ее приглашают туда, в полицию, расследовать какие-то происшествия. Мнения экстрасенсов сошлись. Это серийный маньяк. Правда, о серийности еще летом на пикете говорили следователи. Ясновидящие описали портрет преступника, но какой-то конкретной информации не было. И она сказала, это не из преступников человек.
Вы его даже не заметите, он простой человек. Он никогда преступлений раньше не совершал. Он не профессиональный преступник, он просто обыкновенный человек. Вот. Но я не могу сказать, совпадение, что у людей наверное. какой-то дар есть. Может быть, у людей это одаренных очень много. Ну, они кому-то помогают. То есть я очень много бабушек всех посещала там это. Мне хотелось узнать, раз в следствии пока вот нет такого конкретного, мне хотелось хотя бы так. Тем временем казанский маньяк продолжал нападать на женщин. И чаще всего он делал это все в том же лесопарке Лебяжье. Он ездил на велосипеде в поисках жертвы. Неприметный, обычный. Он так и оставался невидимкой. С другими он нападал с ножом. Есть женщина, Кампур, он ее ударил ножом. То есть он на велосипеде был, прятался в кустах. Когда женщина бежала, нужно было в гору подняться небольшую такую, к группе своей, где проводились занятия по йоге. Она бежала, из кустов вышел мужчина и просто, не говоря ни слова, стал ее домогаться. Она стала, ну, как бы защищаться, его отталкивать. Тогда он вытащил нож, она и тогда не испугалась. И когда уже в сопротивлении, он ей ударил ножом в живот. И тогда женщина побежала к этой группе, крича, привлекая внимание. И он тогда отстал от нее. Когда она прибежала к группе, они вызвали вот скорую, полицию. А она не помнила, как выглядел Птицын? Ведь она же его видела. Он был, как говорится, в балаклаве, но вот я же говорю, он на голову одевал. В этом чулке? Да, он не чулок одевал, а трико свое одевал. Убийств не было. Просто нападали, кто-то отпор давал. Там даже было такое, что велосипедистка с дочкой ехала на велосипеде, он ее остановил, значит, ножом угрожая, отвел в кусты. Дочка стояла около велосипеда маленькая, там 3 лет, что ли, 3 или 4 лет. А он, значит, какие-то насильственные с ней действия сделал, и, значит, она уехала домой. То есть он с каким-то проводил такие ритуалы, так скажем, которые совершались, а некоторые не совершались. То есть у него ничего не получалось, и он уезжал. Некоторые, значит, сбегали, но нападение было там после отпора, например. Там он налетел на девушку, она его там немножечко поколотила, и он убежал. Было такое, что кто-то балаклаву, так сказать, его снял, увидел лицо, и он убежал сразу. Даже без штанов, у него там резинка лопнула, он без штанов убежал. Некоторые жертвы нападения смогли описать преступника, и были составлены фотороботы. На мой взгляд, сходство есть. В 2014 году эксперты-криминалисты составили психологический портрет, профайл маньяка. И многое в этом описании совпадало, я сейчас прочту. Возраст 30-40 лет, воспитывался во внешне благополучной семье, очень образован, имеет специальность педагога или врача. Производит благоприятное впечатление, но с некоторыми странностями. В семье доминирующее положение занимала мама. Его работа предполагает плавающий график. Как по мне, просто стопроцентное попадание. К этому времени Птицын уже работал в Центре охраны объектов при Росгвардии. У него было разрешение на ношение оружия. Он охранял авиационное предприятие и даже сделал карьеру. Дослужился до начальника караула. Идет следствие. Когда стало понятно, что никого не находят? По-моему, сразу стало понятно, что никого не находят. Искать искали, психов искали. Я со следствием дружила, с МВД дружила. И ходила вот в психбольницу, у нас тут на Волково есть, проверяла архивы наподобие таких происшествий, нападений, выписывала это все. Потом это мы все рассматривали, где эти люди сейчас. Их, кто был, например, не сидел, работа фактически велась. Психов всех просмотрели. Всех наркоманов просмотрели. Были такие случаи, которые, например, кто-то пришел в полицию и сообщил, что там друг один в пьяном угаре сказал, что он убил девочку ту, которая на глубоком озере. Его сразу задержали, стали опрашивать. Оказалось, что у него была повреждена голова, и он на
на этом немножечко получил, с головой непорядки было у него. Был такой случай, что женщина приехала на глубокое озеро и заявила, что у нее муж признался, что он убил дочь мою. Когда стали делать полиграф, выявилось, что она просто придумала. Но это все следствие, все рассматривало. Было очень много подозреваемых. Чтобы получить хоть какую-то информацию к одной из жертв, даже применили гипноз. Это та самая девушка, которая после нападения впала в кому. Она чудом выжила, но не помнила, что произошло в тот день. Не один раз, раза два, наверное, было с Солодянкиной гипноз. И ее вводили в транс. И она рассказывала, что слышит, что видит. Вот. Она только слышала звуки птиц, слышала звуки поезда, слышала звуки. Открывала глаза, пыль видела, потом опять уходила вот в это такое состояние беспамятства. Но кто ударял, она не видела. То есть удар она получила сзади, как и Дарья. ДНК не осталось? ДНК нет, не осталось. Но ДНК преступника нашли на теле самой первой жертвы, 30-летней Юлии, которую маньяк убил еще в 2009 году. После 2017 года нападения вдруг прекратились. В жизни Птицына произошли поворотные события. Первое. В 2016 году умерла его мама от инсульта. Второе. Сразу после смерти мамы Птицын начал строить отношения с одной из коллег. Вообще, дамы на работе к нему довольно благосклонно относились. Говорили, что он был вежлив, галантен. Птицын говорил, что его мама научила его уважать женщин, боготворить. И он всегда был в поиске идеала. И что женщина для семьи – это одно, а жертвы – это другое. Даже после смерти мамы, то есть квартира была свободная, он приводил женщину, привел, например, женщину, и он не мог с ней расслабиться. Он был как мужчина подавлен мамой. Может, мама, конечно, и неплохо, может, что-то она со своей точки зрения хотела хорошего сыну, но она его только сделала, она его испортила, она его сделала, импотентным, я думаю. А это каким-то образом отражено в обследованиях Птицына? Какие-то психологи, психиатры вывели такой вывод? Это не просто предположение, это результаты обследования его такие? Московская экспертиза, как раз там рассказывалась его вообще вся жизнь. И заключение, что именно он был подавлен, и именно способствовала мама. И было третье, пожалуй, самое важное событие, которое заставило Птицына затаиться. В августе 2017 года он напал на очередную жертву. Завершить начатое у него не получилось. Она сопротивлялась, и он убежал. А через месяц к нему пришли полицейские. По сигналам сотовой связи они вычислили всех мужчин, которые были в момент преступления рядом. И вот что говорил Птицын. Полицейские опросили его, внимательно осмотрели и сказали, что он не похож на фоторобот. Но на всякий случай взяли анализ ДНК, и перепуганный Птицын прекратил нападение. А когда стало понятно, что полиция напала на след, вы с ними были все эти годы на связи? Или как-то уже вы их упустили из поля зрения? Наверное, до 2019 года я все время была на связи со следствием. Писала письма, приходила. Но было так, что нельзя было дольше срока хранить вот этим открытым. По убийствам не закрывают эти дела, а просто приостанавливаются. И вот его просто это дело приостановили до лучших времен. Но я, даже будучи оно закрытым, я приходила в Следственный комитет, я записывалась на прием в Следственный комитет. И все время мне говорили вот так, пока вот так, пока вот, нет пока никаких этих вот новых новостей, говорит, нет. Что же было дальше? В какой момент стало что-то происходить? В феврале месяце, 24 числа. Какого года? 21-го. У меня день рождения. В 21 году, так. Угу. Да, у меня день рождения. Вдруг мне звонит бывший наш следователь Следственного комитета и говорит: Марина Ильдаровна, вы не слышали, что убийца вашей дочери найден? Я говорю: нет. Как же, говорит, а следователь с вами не связывался? Но он обязательно с вами должен связаться. Ну вот
можете, значит, что убийца вашей дочери найден. Для меня был очень большой подарок. Я, конечно, в шоке была, что именно в мое день рождения именно вот убийца нашелся. Когда позвонил следователь, позднее в марте позвонил следователь, представился, сказал: я такой-то, такой-то, вам нужно будет подъехать по такому-то адресу. Хочу сказать, что убийца вашей дочери дает показания. Ну, я, естественно, приехала, и он мне сказал, что убийцу задержали не по подозрению, а по совершению преступления 2009 года. Оказалось, что следователи подняли старые дела, и среди них убийство первой жертвы маньяка. С помощью новых технологий они проверили ДНК на совпадение с образцами из федеральной базы. И они прогоняли все ДНК всех преступлений, которые были не раскрыты на тот момент. И вот когда они стали прогонять все эти ДНК показала его. Его сразу задержали. Совпадение с ДНК с места убийства 2009 года. Да, которое не было раскрыто еще на тот момент. И вот когда его задержали, он стал показания давать не только по вот этому преступлению 2009 года, но еще по Даше, потом по Антоновой Ксюше, и так дальше пошло. А вы его видели, этого Птицына? Да, после какого-то заседания его пригласили на допрос, а я приезжала знакомиться, на беседу к следователю. И его вели. Я попросила на него посмотреть. Он говорит: вы только не подходите к нему. Я говорю: нет, я не для этого приехала. Я хочу просто посмотреть, что он за человек. И обыкновенный человек идет, невысокого роста, худощавый. По лицу не скажешь, что он убийца. И, вы знаете, в материалах дела, ознакомившись с этим человеком, я была, конечно, откровенно говоря, я до сих пор в шоке. Как мог такой незаметный человек совершить несколько преступлений? А вы вот когда на него посмотрели, почему вам сказали к нему не подходить? Они подумали, соображений? Они подумали, что я накинусь на него с кулаками. Так, значит, вот вы увидели этого Птицына. Он невзрачненький, худощавый, невысокий. Еще вина его не была доказана, да, судя по тому, что вы рассказываете? Да. А когда была доказана, вы видели его? Было только его чистосердечное признание. В смысле, вы его слышали, это признание? Но в суде было? На суде я слышала, да. Я смотрела... Да что он говорил? Типа, я вот виноват, простите меня, или что он говорил? В тот момент, вы знаете, вот про то, что он там просил прощения, он только говорил, что я виноват. У меня в голове не могло уложиться то, что я услышала, как он рассказывал про убийство моей дочери, как вот все, я видела в его глазах, как он это представлял, как он это рассказывал. И я, знаете, я сидела, ему в глаза смотрела, он ни разу не взглянул в мою сторону, ни разу. Тогда потом я его спросила: скажите, почему же все-таки вы убили мою дочь? Что она сделала не то, чтобы можно было просто человека убить? Он ничего не сказал. Он промолчал. Ни прощения не просил? Он, вы знаете, прощения просил, можно сказать, как сквозь зубы, что ли. Мне лично так показалось. Но раскаяния я, честно, не видела. Раскаяния в его лице не было. Какое раскаяние, столько жертв? Сам себя Птицын во время следствия называл психически здоровым, нормальным человеком. Экспертиза пришла к выводу, что на момент совершения преступлений никакими психическими, хроническими расстройствами Птицын не страдал. Но у него было расстройство, при котором человека преследуют навязчивые идеи, и восприятие реальности сильно искажено. В общем, эксперты пришли к выводу: проблемы с психикой есть, но преступник в принудительном лечении в тюремной больнице не нуждается. Достаточно наблюдения у психиатра в колонии. Птицын вспомнил и с большой охотой рассказал следователям о 26 нападениях. И сам сетовал, что какие-то случаи, может быть, и подзабыл. То есть преступлений было еще больше. Но доказать получилось только 3 убийства и 4 нападения. На суде Птицын оставался в своем репертуаре. Раскаивался, грустил, замирал в задумчивости
и требовал для себя сурового наказания. В последнем слове он сказал: «Не хочу просить у вас снисхождения. Это будет несправедливо, нечестно и, более того, кощунственно по отношению к потерпевшей стороне». Суд приговорил казанского маньяка к пожизненному заключению. Вы знаете, я хотела, чтобы его расстреляли, но у нас ведь нет расстрельной статьи. Но мне бы, конечно, хотелось. И Антоновой это хотелось бы очень. Скажу, почему я хочу расстрела. Я узнала одну вещь, что пожизненным преступникам через 25 лет они могут подать на досрочное освобождение через 25 лет. Понимаете? Поэтому я хочу расстрел, чтобы его вообще не выпустили. Я не думала, что у нас такой закон, что можно через 25 лет выйти. Очень быстро раскаяние покинуло Птицына. После приговора его адвокат подал апелляцию. А сам Птицын заявил, что никого не убивал, а говорил себя под давлением следствия. Но суд оставил приговор без изменений. Сегодня недалеко от места, где Птицын убил Дашу, стоит часовня. Ее построили родители Даши. Здесь два памятника. Через несколько лет после смерти дочки Максимовы потеряли и сына, Илью. Это тот самый старший брат, который собирал пикеты, чтобы добиться справедливости. Вот эта часовня, такая часовня мне приснилась во сне. Именно с двумя любящими сердцами, разъединены невидимым крестом. И тогда возникла у меня идея создать здесь часовню, чтобы было напоминание об этом страшном преступлении. Много людей, проходя мимо, приходят сюда, смотрят и вспоминают Дарью. Вот и мы пришли. Сюда следователи зимой 2021 года приводили и Птицына, чтобы он показывал место преступления и место, куда он выбросил вещи Даши. И было очевидно, что он знает, что это за часовня. И, возможно, он приходил сюда и раньше, пока долгие годы оставался на свободе и в этом же лесопарке нападал на женщин. Мне сейчас очень трудно будет, например, знаете, что найти вот саму эту дорогу. Почему? Потому что здесь как бы получается там несколько дорог. Когда сойдет снег, ну то есть примерно обстановка будет близка к дню совершения преступления, вы сможете это показать? Конкретно прям само это место? Ну, вот, хотя бы... конкретное место. Ну вот я вижу сейчас, я так предполагаю, что это могила, или, скажем, этот памятник вот этого, возможно, связанный с этим событием, да? Вот, даже сейчас как бы это не гарантирует того, что я показываю как конкретное место. Даже это не гарантирует. Понятно. Потому что здесь вот как бы, когда зелень, все сливается. Ясно. У вас что-либо еще дополнить есть? Нет. Сейчас просто мы покажем место, по которому я шел, и если там... Хорошо. Но если не будет, например, там тропинки уже... Ясно. То сейчас, да. Хорошо. Да. В строительстве этой часовни участвовало много людей. Но на деньги, конечно, не только наших, но еще друзей, и Дашиных друзей, и наших друзей. То есть все фактически и родственники складывались. Здесь свободно, открытое место, чтобы люди могли посидеть, поговорить и просто иногда помолчать. Иногда мы, когда приезжаем, подходят люди и ни слова не говоря, просто коснуться рукой, тогда все было понятно, что они выражают сочувствие. Это загородочки не просто заборчики, это символ такой, что роза еще не распустилась, уже не распустилась и никогда не распустится. Вот смысл моего вот старания было это. Над ней находится яблоня, и она ее, Дашу, на Дашу всегда сбрасывает яблоки. Но в этом году похоже, что она просто-напросто отдыхает. Она в этом году не цвела. А в том году много яблок было. Даша умерла под яблонькой.
Вы знаете, Марина, наши зрители всегда очень интересуются, кто остается еще у человека, который пережил такую потерю тяжелую. У вас есть еще дети? У меня есть старший сын от первого брака. У меня 2 детей были от второго брака. У меня остался муж. Очень замечательный человек, который поддерживает меня во всем. Он отлично семьянин. Сын у меня старший. У него своя семья. У него 2 детей. Прекрасные внуки. Вот эта собака, это Дашина собака? Да, это Дашина замечательная собачка. В 2010 году мне все Даша говорила: мам, я хочу сделать тату. Я говорю: дочь, ну, представь, ты будешь бабушкой, и у тебя будут татуировки. Нет, мам, я хочу маленькую сделать. Я говорю: ну, только не на видном месте. Нет, мам, я хочу на ноге сделать. Ну, ладно, говорю. И вдруг я ее встречаю после колледжа на лодке, мы же тоже так же на даче. Она приехала в выходной день, и мы плывем на лодке, и вдруг мне в ухо кто-то фыркает, вот так вот делает. Я поворачиваюсь, смотрю, маленькая мордочка собачья. Я только произнесла: Даша, лучше бы ты тату сделала. И вот увидела эту собачку, которую все хныкала, все плакала и звала маму, видимо, и титьку хотела, и чмокала все. Вот. И вот так вот появилась у нас Петти. Подбросила вам, да? Ну да. Ребеночка. Да. 15 лет ей, вы говорите. Ей 15 лет. Дай бог здоровья. Но это очень уже, конечно, солидный возраст. Это уже прям столетнее по человеческим меркам существо. Ну, плохо слышит, плохо видит, но вроде ест с аппетитом. Не представляю, что будет, если ее не будет. Это последнее, что связывало меня с моей дочерью. Что сейчас известно про Птицына? Мне одни знакомые сказали, ну, это тоже по слухам, что как-то интересовались в Верховном суде, в Верховном суде у судьи, как он сейчас там живет. И сказали, что очень плохо живет, что ему очень плохо. Я не знаю, что это означает. Я думаю, наверное, ограничения, которые сейчас присутствуют, они вот, наверное, все-таки его подрывают здоровье. В суде потерпевшим была назначена компенсация морального вреда на всех 5 миллионов. И Птицын присылает им по 300-400 рублей в месяц. Но недавно выяснилось, что маньяк даже за решеткой умудряется получать приличный доход. Он через знакомых сдает в аренду свою квартиру в Казани. Ту самую двушку, в которой он жил с мамой. От вещей и фотографий когда-то жившего тут маньяка ничего не осталось. В квартире 3 жильцов, восточные ковры на полу и топчаны дастарханы вдоль стен. Сколько здесь живет человек, на каком основании и законно ли, эти вопросы остались открытыми. Человек, получающий деньги за жилье, объяснять ничего не захотел. Пока потерпевшие получают из колонии копейки, кто-то зарабатывает на квартире маньяка от 30 до 40 тысяч в месяц. Если к этому имеет отношение Птицын, то почему бы не увеличить суммы ежемесячных переводов по моральному ущербу? Пока маньяк получает доход, Марина пытается помочь маме одной из жертв, маме 16-летней Ксюши Антоновой. Женщина-инвалид, передвигается на коляске, и у нее нет своего жилья. У нее нет своего жилья, она живет на съемной квартире, в которой не может она попасть в туалет, потому что у нее очень узкие двери, проем, а коляска широкая. И вот она и нужду справляет на этой коляске, и умывается на этой коляске. Только может в кухню пройти. А этот гад ее дочь убил. Этот гад ее дочь убил. Недавно было заседание суда, чтобы обязать Птицына продать квартиру в счет компенсации морального вреда. Маньяк был этим очень недоволен и говорил, что вообще-то у него есть шансы выйти на свободу. Конституция Российской Федерации, закон по нашей страны, каждый гражданин имеет право на жилище. И еще
области преступлений, он оценивается в 25 лет, и по совокупности приговоров 30 лет. Но не такие случаи, когда человек просто выходит на свободу. Здесь формулировка, предложенная судебным приставом бывшей Валерии Максимовой, она меня в целом устраивает. Вот эту яблоньку сажала Даша. Ну, теперь эта яблоня называется Дарья, в честь Даши. В этом году она дает большой урожай. Мы ее тоже без конца бережем. Я ее крашу. Муж ее поливает. Что вас поддерживает, Марина? Ну, то есть, как вы с этим большим горем живете, не знаю, справляетесь? Что вас поддерживает в этой жизни? Я немножечко переключилась на свою работу. Я работала в защите прав потребителей, которая работала в защиту прав именно потребителей. И меня, наверное, это и спасло. Вот. И поэтому стало больше, наверное, к людям обращение, то есть вот для людей работать. Я могу людям помогать тем, что я умею делать. А в данный момент меня вот отвлекает от этого. Но есть одна мысль, к которой Марина все время возвращается. Для нее в этом деле как будто нет точки. После завершения расследования, когда закрыли уже дело, передали в суд, мне следователь вернул Дашины все вещи. Я попросила сама вернуть вещи. Мне все вернули. Вернули именно футболку ту и купальник, верхнюю часть в крови. И вот это. Вы знаете, я до сих пор надеюсь, что-то когда-то именно настанет такое время, когда можно будет по этой экспертизе сделать экспертизу, провести, и там что-то выявить. По этим вещам? Этим вещам. Очень хочу. А зачем? Ведь он признался. Понимаете, он же признался только на то, что он признался, а я хочу 100%. У меня пока 99%. Он уже сам рассказал, как что произошло. А вот хочу, чтобы 100% был, 200% был. И знать, а вдруг он себя оговорил? Ну, хотя не оговорил. Я не знаю, вот борется во мне что-то. Я хочу поставить жирную точку, чтобы это было точно то она. А вам как будто не дает покоя это? Да. Или так нельзя сказать? Да, это не дает покоя. Иначе бы я эту вещь давно бы сожгла. А мне не дает покоя. Твоя душа нежней снежинок. От нас ушла в последний путь. Течет рекой поток слезинок и не кончается ничуть. Прощай, сердечко дорогое, пусть будет мягкая земля. Ты нас прости за все плохое. Как жаль, вернуть тебе нельзя. Прости за все, солнышко. Простите, дети мои, что я вас не уберегла. Мне бы хотелось бы обратиться ко всем девушкам, девочкам, женщинам, чтобы не ходили никогда одни, чтобы девочки и девушки всегда говорили своим родителям, где они находятся. Никогда не ходили одни, если только по исключительным случаям, но не в лесах. Пожалуйста, будьте осторожны, родители, берегите своих детей. Живем на этой даче постоянно летом. И, конечно, то, что тут и дочка жила, все эти воспоминания наши остались. Мы живем, и никуда не денешься, жизнь она не заканчивается. Воспоминания о той красивой жизни нашей молодости, когда наша дочка была жива, бодра,
счастливая очень, умела радоваться жизни этой. И так случилось, что жизнь сломали девочки. И нашу жизнь тоже сломали. И нам тяжело было с этим свыкнуться, с годами все это, говорит, проходит. Нет, оно остается, это невозможно, ну, ничем это убрать из души. Ее смех, ее улыбка. Она любила делать праздники нам, ей нравилось делать нам праздники. И я ее всегда говорил, моя кровиночка, моя дочка.